В этом видео мы будем применять на практике все знания по пиксель-процессору, Valois-процессору. Это мини-практическая работа по созданию своей ноды, которая рандомно сдвигает соседние пиксели, которые, возможно, вам не хватало в дизайнере. А может, после этого видео у вас появится гениальная идея для своего собственного фильтра. Так, поехали дальше. Мы прошли пиксель-процессор, прошли Valois процессор, прошли Input Valois. И сейчас попробуем сделать небольшую ноду свою на пиксель процессоре. Что она будет делать? Она будет брать какую-то карту. И брать каждый пиксель этой карты и рандомно его смешивать с соседним пикселем. То есть менять местами, грубо говоря. Так, это мы сотрем. Грубо говоря, у нас есть пиксель. И окружающие его 8 пикселей рандомно смешиваются с ним. То есть будет браться рандомный пиксель из этих 8, и он подставляться вместо нашего текущего. Мы обязательно будем использовать стоп. Я не то Valois процессор открыл. Так, берем пиксель процессор. Делаем его черно-белым. Заходим. Берем getFloat 2. Текущую позицию текущего пикселя. Дальше, что мы делаем? Дальше нам нужна будет тоже одна... Давайте я вот так возьму, сделаю. Еще одна переменная getFloat 2, которая... getFloat 2 size, который возвращает значение экрана, значение картинки нашей. То есть 2048 на 2048. Это на самом деле... Так. Valois процессор. Давайте мы в Valois процессоре покажем. getFloat 2. Size. То есть он показывает и в первую, и в X, и в Y 2048 на 2048 квадрат. То есть изображение, с которым мы работаем. Также есть переменная sizeLog2. Она показывает степень двойки. Если мы возьмем, перемножим 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот 11 степень, это 2048 на 2048. Сейчас мы будем использовать переменную size. Заходим обратно. Переменная size у нас есть. Для чего мы ее будем использовать? Так как программа весь квадрат представляет по x и по y координаты точек от 0 до единицы, неважно, это 2048 на 2048, либо 1024 на 1024, у программы все равно будет расположение координат точек вот этого угла 0, 0. Давайте я сейчас покажу. Вот наш квадрат. Здесь координаты точки 0, 0. Здесь по x 1, по y 0. Здесь по x 0, по y 1. И здесь по x 1 и по y 1. И чтобы понять, какое число соответствует одному пикселю, нам нужна будет как раз эта переменная. Переменная size. Мы возьмем, к примеру,
мы будем работать с квадратными картинками, поэтому неважно, мы возьмем x или y, берем x. X это у нас 2048 точек, 2048. И если мы единичку разделим на переменную x, это у нас получится, но в данном случае это получается единица, деленная на 2048, то мы как раз получим программное вот это вот число, которое соответствует одному пикселю. Давайте я сейчас это обозначу. Что это? Длина одного пикселя. Нам нужно обозначить каждый пиксель, окружающий наш текущий. То есть это текущий пиксель. Получается, вот здесь вот по x прибавляется 1 пиксель, по y прибавляется 1 пиксель. Здесь по x прибавляется 1 пиксель, по y 0. Здесь по x 1 пиксель, по y вычитается 1 пиксель. Здесь по x 0, а по y минус 1. Здесь минус 1, минус 1. Минус 1, 0. Минус 1, 1. И 1, 0. Ага, вот здесь я ошибся. Здесь по x 0, по y 1. То есть нам на самом деле нужно найти координаты каждого пикселя. И мы будем делать это просто. То есть мы будем из текущего вычитать 1 пиксель по x, допустим, и ни одного пикселя по y. Тогда мы получим вот этот пиксель. Каким образом это легче сделать? Мы сейчас создадим float2. Как раз вот как у нас тут есть, да? Минус 1, 1. Вот он у нас float. Дальше 0, 1. Следующий у нас получается 1, 1 пиксель. Здесь минус 1, 0. Здесь 1, 0. Так, и здесь по y у всех минус 1. По x минус 1. По x 0. И по x 1. То есть вот мы сделали все наши пиксели. И сейчас нам нужно будет перемножить эти числа на длину пикселя. Для этого мы перемножим вот эту переменную. Воспользуемся scalar multiplication. Что он делает? Получается, он перемножает двухмерный вектор на число какое-то. То есть и x перемножается, и y перемножается на это число. И получается, что мы сейчас создали смещение первого пикселя нашего. Дальше. Мы возьмем, перемножим то же самое. Давайте я чуть сдвину, чтобы было видно, да? Перемножим вот эти значения пикселя на длину одного пикселя. Перемножим вот эти значения. Дальше вот этот. Так. Съехал. Так, вроде
Вроде все правильно. Угу. И сейчас получается вот это вот смещение текущего пикселя. На 1 пиксель в разную сторону. Давайте табличку эту уже беру. Она нам не пригодится. Один раз помогла. И теперь нам надо из текущего пикселя вычесть каждое смещение. Первое. Второе. Давайте еще раз вот так, чтобы удобнее было, да? Чтобы видно было. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. И восьмое. Вот это у нас уже координаты соседних пикселей. Теперь нам нужно рандомно как-то определить один из этих пикселей. Один из вариантов, это мы возьмем цифру 8 и прогоним через рандом. Получается, что рандом будет выдавать число от 0 до 8. Оно, правда, будет не целое, но мы просто сейчас создадим алгоритм, который будет приблизительно равные части забирать для каждого числа. Итак, если число меньше единицы, то это у нас будет вот этот пиксель. То есть выбирается этот пиксель. Дальше. Следующее сравнение. Если это уже второе сравнение. Если меньше 2, то выбирается вот этот пиксель. И смотрите, как мы сейчас тут соединим. Получается, первое сравнение у нас будет сравнивать меньше единицы. И дальше, если больше единицы, то мы сразу сравниваем меньше ли 2. То есть соединяю их вот так вот. То есть в данном случае получается сравнение идет меньше 2, но на самом деле уже тут не будет сравнения, если число меньше единицы. Меньше единицы оно сравнилось уже вот здесь вот. Если это совпало, то выбралось вот это число. Дальше. Давайте сразу вот так скопируем. Извиняюсь. 3, 4, 5, 6, 7. Так, здесь у нас будет сравнение с тройкой. Здесь сравнение с четверкой. Здесь сравнение с пятеркой. Шестерка. И семерка. С восьмеркой мы не сравниваем. Сейчас объясню почему. Получается, если давайте мы выстроим их вот так вот, чтобы было удобней. Если рандомное число меньше 3, то выбирается уже вот это число. И, соответственно, мы соединяем их вот так вот. Так как оно будет сравниваться только после того, как сравнилось с единицей, с двойкой. И дальше аналогично соединяем четвертый пиксель. Вот так.
5 пиксель вот так. 6 пиксель. 7 пиксель. Сравниваем с 7. Вот он, 7 пиксель. Угу. И вот так. И если у нас не сработало ни одно условие, то значит это больше 7. Значит, рандомное число больше 7, а значит это пиксель 8. Мы вставляем его вот сюда. Поэтому мы с 8 не сравниваем. Итак, вот здесь у нас сейчас на выходе рандомный пиксель из 8. Давайте он будет new пиксель. Смотрите, я вытащил новую ноду set. Что она делает? Она создает динамическую переменную. То есть, если мы брали, допустим, какие-то переменные getFloat2, это вот переменная наша, которая можно было переменную пикселя взять, либо переменная, которая заэкспоужена. Так, тут появился уже new пиксель. У нас двойных переменных тут нету, да. То есть вот здесь вот, если бы я создал input, и взял бы getFloat, то вот здесь вот появился input наш. Это у нас, скажем так, статическая переменная. То есть переменная, которую мы меняем. А переменная, которую менять может программа, это динамическая переменная. Вот она set. Она нужна нам будет для приращения, для упрощения графа функции, чтобы было удобнее читать. В данном случае сейчас просто я поставил эту ноду, чтобы было удобнее читать, чтобы понимать, что это такое. Получается, мы взяли координаты нового пикселя. То есть сейчас изначально у нас были текущие координаты нашей точки, а вот это координаты соседнего пикселя рандомного. И сейчас мы воспользуемся sample gray, и он будет принимать, брать значение пикселя этого рандомного пикселя, который у нас выбран, и его подставлять в наш текущий пиксель. И теперь, если мы сделаем выходную ноду output, то посмотрите, что у нас выходит. На клаудах, на Clouds у нас, наверное, плохо будет видно. Хотя видно, да, вот у нас сейчас пиксели поменялись. Но очень хорошо это будет видно на шейпе. Давайте возьмем диск. И вот мы видим, что он рандомно. То есть вот у нас... Так, сейчас, секунду. Рандомно смешивает соседние пиксели. Я вижу, что на самом деле у нас тут произошла ошибка. То есть чуть-чуть сдвигается все. Знаете почему? Потому что я неправильно тут делал сравнение. Я, получается, сравнивал рандомное число. То есть у меня вот здесь изначально рандомное число сравнивается с единицей. Я говорил меньше единицы, а поставил знак больше. То есть я ошибся. На самом деле вот эти вот знаки надо поменять, либо поменять местами вот здесь вот. Вот эти значения. Давайте сейчас проверим. Да, вот сейчас круг остается на месте, я вижу, и пиксели рандомно меняются, смешиваются. И теперь смотрите, если, допустим, мы
делаем такой паровозик из нашего давайте еще 3 из нашего пиксель процессора, то он, получается, смешивает достаточно сильно наши границы резкие. Если мы подключим Clouds, мы видим, что у нас сейчас уже видно смешивание. То есть вот начальная карта Clouds, вот смешанная. Но давайте мы сделаем два режима смешивания. Это будет такой жесткий режим, один, а второй режим более мягкий. Смотрите, более мягкий он будет режим у нас брать еще текущий пиксель, значение текущего пикселя. Мы будем складывать рандомный пиксель с текущим и брать среднее число из них. То есть сложим и разделим на 2. И теперь мы можем спокойно создать здесь переменную, допустим, mod. Переменная будет integer по списку. Значит, здесь получается мы создадим два варианта. Первый вариант будет у нас sharp. Второй blur. Запомнили, что там на sharp это 0, blur это единичка. Поэтому заходим сюда. Нам нужно также опять взять условный оператор. Взять нашу переменную. Это integer. И я, допустим, сравниваю переменную. Если переменная равняется нулю, то это у нас будет, вспоминаем, 0 это sharp. То у нас будет вот этот режим. И, соответственно, любое другое число, потому что нам программа не даст, вот если мы сейчас пойдем в превью, мы просто не можем выбрать тут. У нас два варианта, sharp и blur. И, соответственно, если переменная mod не равняется нулю, значит она будет равняться единице. То есть это вот это смешивание получается, blur. И делаем выходную ноду вот эту. Давайте сравним. Вот у нас sharp. Это blur. То есть он сглаживает, получается, да? Дальше создаем вереницу из этих процессоров. 3, 5. У нас получилось 8. Давайте мы этому удалим. Их расположим вот так. И теперь воспользуемся нодой Multi-Switch Grayscale. Введем здесь 8 значений и подставим сюда в каждый слот наши процессоры. Таким образом у нас получилось сэмплирование. То есть мы можем выбрать, насколько сильно у нас будет смешиваться. Создадим для этого еще одну переменную.
Переменная будет samples. Она у нас будет целочисленная. И сразу поставим тут, что она будет у нас от единички до 8. Поставим ограничение, потому что multi-switch grayscale начинается не от нуля, а от единички. И здесь мы поставим samples. Заходим, проверяем. Вот у нас поставилась наша переменная. И давайте проверим на превью. Вот мы делаем сэмплы, увеличиваем, и у нас получается карта рандомно смешивается. Такая диффузия происходит. Давайте режим смешивания поставим, блюр проверим. Так, блюр. Угу. Что-то мне блюр не нравится. Какой-то он не совсем размытый. Нет ли у нас где ошибок? Сейчас давайте проверим. Блюр. Sharp. Блюр. Да, вот на втором сэмпле уже этот блюр не так виден, на третьем. То есть он... Я понял, в чем тут ошибка. На самом деле ошибка тут получается в ноде рандом. Она выдает... Давайте я сразу объясню эту тему. Она выдает условно рандомное число. То есть в данном случае давайте мы возьмем допустим валовый процессор. И в первый раз она берет и выдает нам число вот такое вот. В этом процессоре в первый раз выдает вот это число. Во втором процессоре в первый раз выдает опять это же число. В третьем опять это же число и так далее. То есть получается у нас каждый раз смешивались одни и те же пиксели. На режиме Sharp у нас не было это заметно, потому что они менялись, и это уже была следующая картинка. А на режиме Blur этот момент более заметен. Как избежать вот это, как сделать рандом? Самое простое, в каждом пикселе процессоре, вот здесь в рандом сиде поставить рандомное любое число. Давайте мы поставим вот так. Здесь мы поставим такое. Здесь так. И здесь вот так. Теперь проверяем наш блюр. Sharp. Видно Sharp, да? Блюр. И смотрим. Да, вот сейчас срабатывает блюр по-другому. Видно, что он блюрит. То есть, если бы Sharp был бы, то Sharp был бы вот такой вообще. Блюр он такой более сглаженный. Теперь мы создадим ноду output. И вместо наших клаудсов создадим input grayscale. Назовем это random pix. Сохраним это как random pix. И теперь мы можем использовать эту ноду в любом графе. Допустим, вот у нас отдельной нодой она. У нас есть
Допустим, возьмем shape для примера. Диск. Давайте не диск, а параболоид. И сэмплы поставим 8. То есть вот как изначально было. Вот так стала шумная картинка, да? Давайте вернем на диск. Какие у нас есть еще тут параметры? Так, мод Sharp и Blur. Вот Blur он блюрит, мы видим. И Sharp более резкая. Где эту ноду можно применять? Допустим, у нас есть какая-то карта, и мы ее, допустим, и мы прогоняем через Direction Warp какое-то большое число. Получается у нас такая карта. И если мы создадим Gradient Map, и, к примеру, мы хотели бы сделать текстуру камня. Есть камень, и мы попытаемся взять отсюда какую-то текстуру. Ну, тут достаточно удачно все сошлось у меня. Но давайте сделаем поменьше блюр. Да, и мы видим, что вот здесь достаточно ровные края, к примеру. То есть на камне такого, скорее всего, не было бы. И если мы сейчас это прогоним через нашу рандом, через нашу ноду, то ничего не получится, потому что она у нас черно-белая, а Gradient Map у нас цветной. Поэтому мы поменяем местами. Сделаем вот так. И мы видим, что у нас идет такая диффузия, грубо говоря, да, то есть не резкие переходы, а немножко размытые. Это бывает иногда полезно, чтобы избежать четких границ. Есть один тонкий момент. Давайте вернемся к нашей ноде. Смотрите. У нас есть длина пикселя и есть координаты пикселя. На самом деле координаты каждого пикселя. Так, где у нас? Давайте возьмем первый. Вот он наш пиксель первый. Координаты нашего пикселя вот здесь вот получаются. Вот. Вот эта точка. Координата вот этого пикселя. Координата соседнего пикселя. Это вот эта точка. Координата этого пикселя. Вот точка. То есть в данном случае у нас ошибок не было, потому что мы использовали сложение и вычитание вот этих фиксированных значений по пикселю. Но если у нас будет алгоритм считать не по длине пикселя, а по-другому, допустим, по длине вектора, то могут быть небольшие ошибки. Если у нас позиция пикселя стоит вот эта вот угловая, то есть текущая позиция пикселя получается левый верхний угол. Чтобы этих ошибок избежать, нужно прибавить к позиции пикселя половину длины пикселя по x и по y. И тогда у нас будет четкое расположение этого пикселя. То есть в данном случае, если бы мы разделили длину пикселя на 2, создали бы двухмерный вектор,
И если мы сложим эти два вектора, то мы как раз получим, давайте я это сотру, то есть к каждому положению пикселя будет прибавляться вот такой вот вектор. И у нас будет текущее положение вот это. То есть вот у этого пикселя получается координата вот. Вектор этого пикселя, вот он. А наш вектор приращения, вот он маленький, сложение этих векторов, это будет как раз центр нашего пикселя. Надо это всегда держать в голове, потому что в данном случае у нас это сработало, но в каких-то других алгоритмах могут быть небольшие баги из-за этого. Поэтому держите это в голове, знайте. Если вам непонятна тема со сложением векторов, то в принципе в интернете есть очень много материала по этому счету. Но я еще раз говорю, что давайте даже не так. Допустим, у нас есть два вектора. Вектор 1 и вектор 2. Я их расположил в разных местах, потому что на самом деле вектора, их можно перемещать. И теперь, чтобы сложить вектор А и вектор Б, нужно просто спроецировать к вектору А, к концу вектора А, вектор Б. И вот этот вектор у нас будет, давайте я обозначу его другим цветом, наверное. Вот этот вектор С, это у нас и будет сложение векторов А плюс Б. Итак, на этом все. Давайте я сотру. То есть мы создали свою ноду на пиксель процессоре, который нет в дизайнере. Так, следующий пример, где мы будем использовать валовый процессор. Мы возьмем один из первых практических примеров наших, когда мы делали по кругу, то есть вот такую функцию создавали, да, мы относительно радиуса большого и радиуса маленького делали splatter circular. Что я хочу сделать? Я хочу теперь рисовать не один круг, а несколько кругов, чтобы был одинаковый размер кружка у каждого радиуса. И получилось что-то вроде вот такой формы. То есть мы видим, что тут есть центр и кольца. Основной момент то, что получается круги тут все одинаковые. Итак, давайте первое, что мы сделаем, это поставим радиус минимальный. Допустим, вот такой вот у нас радиус. Он у нас равен 0,03. Вот. Это у нас, эта настройка у нас отвечает за большой радиус. Радиус big. Так, у нас по умолчанию радиус стоит сейчас на превью 0,03. Я копирую его. Заходим в нашу функцию. И я создаю просто float и вставляю сюда это значение. То есть сейчас, если я буду крутить big radius, он
он у меня меняться не будет, а меняться будет другие настройки. То есть сейчас Big Radius у нас залоченный. Так, на самом деле, наверное, не так немножко поступим. Я создам input values, дополнительный вход. И сюда, через value процессор, подставлю 0,03. И уже получается, что у нас Big Radius, радиус Big, за радиус Big будет отвечать переменная, которую мы вставляем. Вот она. Дальше. Я помню, что радиус Big у нас присутствует еще в каких-то функциях. Проверяем. Здесь радиус Big, вот он. Меняем его на input. Давайте я назову не input, а также радиус Big. Просто он будет у нас, чтобы не путаться. Он у нас будет с решеткой. Радиус Big. Так, я захожу в мои настройки. Здесь радиус Big поменялся, радиус Small. Дальше. Здесь я менял изначально уже. И здесь проверим. Здесь только радиус Small. Вроде все. Да. То есть сейчас, если я буду менять... Давайте я превью включу. Превью ноды. Сейчас, если я буду менять вот этот параметр, мы видим, что у нас меняется большой радиус. Оставим на 0,3. Теперь давайте я создам вторую. Сдублирую ноду Splatter Circular. И на background поставлю первый круг. А второй круг, это у нас будет второй круг. На второй круг я подам уже другое значение, не 0,03, а другое. Какое значение подавать туда, я не знаю еще. Поэтому давайте мы здесь тоже включим input value. И также через value процессор зададим какой-то float. Давайте пусть пока это будет равняться нулю. Мы сейчас подберем его. Итак, нам сейчас нужно сделать приращение вот этого числа плюс коэффициент. Поэтому нам нужно еще добавить один input values. Давайте value процессор, то есть коэффициент, вот здесь будет это коэффициент. Это будет у нас коэффициент. А вот здесь мы будем вставлять значения из предыдущего value процессора. И давайте я сейчас их назову по-другому, чтобы не путаться. Вот это у нас будет решетка коэффициент, а это у нас будет радиус. Заходим в value процессор и берем все эти переменные. getFloat 1 и 2. Я возьму радиус и коэффициент. И теперь мне нужно просто это сложить. То есть я сделаю приращение к радиусу коэффициент. И сделаю его выходной нодой. Сейчас у меня на радиус подается 0,03,
а коэффициент у меня равен нулю. Соответственно, сейчас вот этот валовый процессор тоже равняется 0,3. И если мы сейчас здесь будем подкручивать коэффициент, мы видим, что у нас будет меняться еще и вот этот валовый процессор. Мы видим, да? И давайте сейчас его подключим в слот. Во второй сплаттер циркулер. И смотрим, что у нас вышло. У нас вышел круг второй. И сейчас мы настроим коэффициент тут. Сделаем чуть поменьше. Давайте, чтобы было хорошо видно, я поставлю входящую форму не диск, а параболоид. Так, и подкручу коэффициент. Давайте, наверное, 35 вручную поставлю. Да, наверное. Наверное, так и есть. Так, коэффициент у нас взят. И теперь, если мы сейчас... то есть, на самом деле, это приращение радиуса. Вот здесь вот второй радиус big, он равняется первой плюс какой-то коэффициент. Этот коэффициент, он на самом деле рассчитывается еще и от мелкого радиуса. То есть сейчас, если мы будем крутить мелкий радиус, радиус small, мы видим, что коэффициент у нас остается, но не работает эта схема, поэтому нам еще сейчас придется вставить вот сюда в коэффициент дополнительно еще радиус small. Давайте мы этим и займемся сразу. Мы подставим сюда. Так. Переменную радиус small. Она у нас будет взаимодействовать с нашим коэффициентом через умножение. Почему через умножение? Потому что на самом деле вот это... Так, я сейчас это сотру. Вот это расстояние отсюда до сюда будет правильным, когда у нас радиус small будет приблизительно таким, да? И получается, что вот это расстояние зависит от радиус small, умноженного на какой-то коэффициент. Сейчас здесь стоит 0,35, но это если бы мы не меняли радиус. Это радиус у нас был изначальный, который. А при изменении радиуса у нас будет меняться еще и коэффициент. Я перемножаю. И сейчас нам нужно подобрать новый коэффициент, в котором все заработает. Так, по-моему, где-то вот так. Давайте 6,4. Вот, наверное, вот так. Давайте проверяем. Я поставлю радиус small побольше. И мы видим, что от любого радиуса small расстояние между сферами не меняется. То есть мы видим, что расстояние соблюдается. Это как раз то, что нам нужно было. И теперь я хочу еще добавить поворот. Поворот каждого кольца. То есть, допустим, первый круг у меня поворачивается на 1 градус, второй круг на 2 градуса, третий круг на 3 градуса, четвертый на 4, пятый на 5, шестой на 6, чтобы получался вот такой эффект. Вот вы видите, вот здесь вот они с превращением радиуса, с превращением поворота идут, каждый круг. Для этого нам нужно считать, тоже сделать еще одно превращение, и он будет считать количество кругов. Давайте это сделаем. Зайдем сюда. Создадим float нулевой. И смотрите, какой прием я сейчас буду делать. Я сейчас сделаю из этих двух флоутов вектор вот таким образом. И сделаю ее выходной нодой. Смотрите, что у нас получилось. У нас сейчас неправильные связи, потому что здесь у меня двойная перемен, здесь у меня
float 2 на выходе, а на входе здесь float 1. Но сейчас я буду передавать из каждой валовой процессора в другой и верхний коэффициент, и нижний коэффициент. Здесь я поменяю, получается, радиус. Я поменяю на float 2. И придется чуть-чуть переделать. Смотрите, вот у нас входящий радиус. Я помню, что у меня здесь две переменных. Первая переменная. Смотрите, мы сейчас воспользуемся функцией Swizzle Float. Что она делает? Она из любого вектора, у нас есть вектор двухмерный, вектор трехмерный и вектор четырехмерный, да? Из любого вектора она может вытащить либо x, либо y. Ну, вот из этого вектора она z не вытащит, а вот из этого z вытащит. Из четырехмерного вектора можно вытащить и w еще. То есть, чтобы нам вытащить из радиуса наш начальный радиус, который был 0,3, мы просто вытащим координату x из него с помощью ноды Swizzle Float 1 и подставим ее в наш новый радиус с коэффициентом, с прибавлением. Это я удалю. Потом мы берем ноду, опять же, Swizzle Float 1 и уже берем y переменную вектора. Второе значение у нас было приращение. Там у нас стояло 0. Смотрите, вот здесь вот второе значение 0 стоит. Значит, здесь нам нужно взять и прибавить к нему единичку. И все это опять засунуть в двухмерный вектор. Смотрите, сейчас у меня получилось приращение первой переменной и приращение второй переменной. Давайте сейчас чуть-чуть доработаем наш splatter circular. Здесь у нас радиус big был, но сейчас у нас getFloat тут стоит, а нам уже нужно взять переменную getFloat 2 и отсюда взять с помощью Swizzle Float 1 координату x. Это x у нас и есть радиус big. Так, getFloat 2 она у нас не вызывается, потому что вот здесь вот стоит в input value float. Я беру, переделаю на float 2. И захожу в наши настройки. Вот он. Вот он, радиус big. Первая настройка готова. Я помню, что мы там настраивали еще вот эту переменную, да, радиус. Вот он, радиус big наш. Точнее, не этот. И уже не этот. Потому что здесь, смотрите, вот здесь стоит getFloat. Нам нужно поменять getFloat 2. И уже getFloat 2 взять радиус big. То есть вот здесь вот ошибка будет. Здесь нет. Обратите на это внимание. Тут можно закопаться. Опять же, Swizzle Float 1 берем. И вот это у нас и есть радиус big. Так, это мы настроили. Эту ноду мы удаляем. И просто копируем. Скопировали наш splatter circular. Закидываем первый круг в background. А второй вставляем сюда. Так, проверяем. Что-то у нас по ходу дела неправильно сработало. Угу.
сработало неправильно вот здесь вот, смотрите. Я захожу и вижу, что у нас радиус здесь стоит getFloat, а на самом деле здесь радиус float 2. Вот я только что вам говорил, что такая ошибка может быть. И как раз попался на ней. Так, я здесь ставлю радиус. И уже отсюда я перекидываю координаты x и y вектора двойного, который мы сделали. Сейчас больше похоже на правду. И теперь все, что нам нужно сделать, это просто дублировать вот эти вот ноды. То есть я беру и переставляю их вот так. Смотрим, что у нас получилось. Мы видим, что третья нода сработала, но мы забыли про превращение угла для каждого радиуса. Вернемся в первую ноду, Splatter Circular. Найдем тут настройку поворота. Так, вот она настройка. Ring Rotation. Давайте мы создадим переменную Delta Ring у нас будет. Она у нас будет float 1. Зайдем в нашу первую ноду Splatter Circular. И вот здесь вот Ring Rotation мы поменяем значение. Empty Function. Возьмем getFloat Delta Ring. Мы видим, что тут на выходе получается должно быть float значение. На самом деле получается один круг поворота это единичка. То есть от 0 до единицы поворачивается кольцо один круг. И теперь возьмем еще одну переменную, которая у нас getFloat. Она идет у нас... Ой, не getFloat, а getFloat 2. Она у нас идет через input value. Вот, радиус big. И возьмем приращение нашего угла. Это у нас это у нас второе значение y. И мы delta ring перемножим на y. Умножаем все это. Давайте проверим. У нас сейчас вот этот первый радиус, вот этот, должен будет крутиться, когда мы будем дельта ринг крутить. Он не крутится. Проверяем почему. Потому что вот здесь на вход подается нулевое значение. Он начнет крутиться только со второго кольца. Давайте мы еще раз это удалим. И вот это сдублируем, потому что мы здесь уже написали функцию поворота. Вот. Ой, извиняюсь, не здесь. Вот, мы здесь написали функцию поворота, и поэтому мы просто сейчас сдублируем и подставим вот таким образом. Давайте сразу вот здесь проверим. Да, мы видим, работает поворот. Delta Ring работает у нас. Поставим пока на 0. Опять же сдублируем. Проверяем Delta Ring. Отлично, у нас начинает работать. Мы видим, что идет приращение угла. Мы видим, что идет приращение радиуса относительно большого значения. И нету никакого изменения, когда мы меняем радиус big. Заходим сюда. Вот здесь радиус big должен присутствовать. Мы возьмем getFloat, радиус big. И теперь нам нужно
сложить. И вывести все это. Опять у нас все испортилось, потому что мы добавили новую переменную radius big. И для новой переменной мы сейчас будем настраивать коэффициент. Давайте настроим коэффициент. Наверное, да. Вот. Странно, что у нас коэффициент отрицательный. Сейчас, секунду, я подумаю. Давайте мы здесь radius big посмотрим. Угу. Давайте вот так подключим. Скорее всего, вот так сработает. Сейчас мы поставим положительный радиус. Так, где-то положительное превращение float. Так, нет, отрицательное. Так, я так понимаю, здесь радиус big нам не нужен. Мы здесь оставим коэффициент, который был. Делаем выходной нодой. Настраиваем здесь коэффициент. Радиус big. Заходим вот сюда вот. Здесь у нас переменная big, переменная x берется. Но нам просто нужно добавить сюда наш радиус big, который был изначально, getFloat. И добавить. Сейчас я опять же сдублирую ноды. Так, неправильно я подключил. На background. Так, нет, я удалю это все. Верну значение здесь вот так. И вот здесь вот поставлю getFloat radius big. Вот. Таким образом. Давайте поставим здесь пока 0.3 на radius big. И теперь я подключаю заново. Так, один. И второй. Давайте попробуем покрутить радиус big. Да, вот, все. Радиус big нужно было вставлять вот сюда на самом деле. Вот он, радиус big, который мы изначально самый минимальный радиус поставили. Здесь у нас будет переменная радиуса big. И теперь мы просто копируем ноды и подключаем таким образом. Так, можно теперь скопировать, допустим, 3 ноды вот так вот. Раз, два. На выходе у нас, давайте проверим, что получается. Вот такой рисунок. Давайте мы радиус big сделаем поменьше. Вот такой, да. Теперь Delta Ring посмотрим. Delta Ring работает. Все работает. И теперь можно, допустим, сдублировать уже вот эти ноды. И подключить их, как и предыдущие. Смотрим. Сейчас у меня компьютер домашний слабенький.
Он подумает сначала. Да, все получается. Давайте еще скопируем. Допустим, вот так вот. И это последняя нода, что у нас будет на выходе. То есть мы создали вот такой паттерн. Давайте проверим, все ли настройки у нас работают. Радиус small увеличиваем, уменьшаем. Все отлично работает. Давайте радиус small увеличим. И дельта ring покрутим. Отлично. Давайте мы здесь сбросим все материалы и закинем сюда. Давайте как normal попробуем. Как normal, да, глупость я сделал. Сначала нужно вот здесь normal поставить и ее уже как normal поставить. Так, еще раз. Испортил я материал. Давайте я сделаю remove и закину сюда нормалку. И сделаем интенсивность, допустим, такую. Давайте даже вот так. Все, у нас получился вот такой вот паттерн за счет приращения коэффициента через валовый процессор. То есть у нас получается каждый вот этот вот валовый процессор имеет вид вот такой вот начальный, а все остальные одинаковые идут. Смотрите. То есть вот этот код повторяется в каждом из валовых процессоров. Поэтому мы его просто копировали. И получается, что на каждую splatter circular ноду входят свои значения. И нода обрабатывает это значение и делает соответствующий рисунок. Это очень интересный прием. Берите его на вооружение. Здесь сложный момент был с тем, что мы на выход стали подавать уже двухмерный вектор. Два значения. Но это чтобы не дублировать ноды валового процессора. У нас код получился чуть сложнее, но тем не менее мы передавали сразу два значения. То есть мы передавали значение радиуса, умноженное на коэффициент, с приращением. Не умноженное на коэффициент, а с приращением коэффициента. И также приращение для угла поворота.